Всем привет! Сегодня у нас расклад «Кто твой дух-наставник?», который, как говорится, за твоим плечом стоит прямо сейчас. Выбираем интуитивно вариант, к какому тянемся, тот и правильный. Итак, давайте начнем наш расклад. Единичка, кто этот наставник твой? Ну, у тебя, знаешь, очень крутой наставник. Это вот прям, как сказать, дух воина, который когда-то на земле жил и прошел через полный ад. И вот этот мужчина, он знает, что такое бороться против целого мира. Причем в одиночку и выживать, когда вот все против тебя. И он, знаешь, он не из тех вот духов, которые, как сказать, в белых одеждах летают, красивые слова говорят. Нет, он грязный, уставший, но чертовски сильный. В своей земной жизни он тащил на себе такой огромный груз ответственности, что другие давно бы и сломались уже. И у него была куча людей, которых нужно было там защищать, кормить, за собой вести. Понимаешь, он был вот то ли военачальником, да, военачальником, то ли глава какого-то большого клана. Но не суть. Главное, что вот он привык все сам решать и никому не доверять. И вот этот дух, он выбрал тебя, потому что узнал в тебе себя. Потому что ты сейчас в такой же похожей ситуации. На тебе висит куча обязанностей. Все ждут от тебя каких-то решений, а помочь некому. И вот стоишь ты одна против проблемы и думаешь, когда же это все закончится? И приходит он к тебе, конечно же, там не с цветочками и медитациями, а вот с жесткими уроками выживания. И вот этот дух, он тебя научит, как удар держать, как не ломаться под давлением, как вперед идти, даже когда ноги подкашиваются. Почему он тебя именно сейчас выбрал? Ну, потому что он видит, что ты на грани полного краха. У тебя сейчас жесть и с деньгами, и с людьми. Деньги в трубу летят, работа не приносит дохода нормального, а вокруг одни предатели и завистники. И ты чувствуешь себя брошенной, никому не нужной. И вот этот дух, он знает, каково это — остаться без гроша в кармане и без поддержки. В своей жизни он, знаешь, он проходил через такие вот дерьмовые периоды, когда вот казалось, что весь мир против него. Когда друзья врагами оказывались, семья спиной поворачивалась в самый трудный момент. И вот он пришел именно сейчас, потому что он понимает, если ты не получишь помощи прямо сейчас, то ты можешь окончательно сдаться. А он этого допустить не может. Ты ему нужна сильный, такой живой, да, борющийся. Потому что через тебя он продолжает свою миссию, то есть защищать тех, кого мир пытается сломать. Какой совет? Ну, его главный дар — это, знаешь, способность видеть свет вот в самой глухой тьме, в полной ночи, так скажем. Вот этот дух, он научит тебя верить в себя тогда, когда вообще не во что верить. Он покажет, что даже когда вот все рушится, да, внутри, у тебя все равно есть источник сил, который никто не отнимет никогда. И эта сила, она не зависит ни от денег, там, ни от людей, ни от обстоятельств. Она просто есть и все. Но самое крутое, он даст тебе способность вот управлять своей судьбой, своими собственными руками. Не ждать, что кто-то придет, кто-то спасет, какой-то волшебник голубой прилетит на вертолете. То есть научит тебя не надеяться на везение или на какой-то там эфемерный случай, а самой брать жизнь в руки и крутить ее как хочешь и в какой позе хочешь. Он покажет, что у тебя все есть для победы. Просто ты не используешь свои инструменты, которые у тебя есть. Давайте перейдем ко второму варианту.
Двоечка. Кто твой главный дух-наставник в данный момент? Но он, знаешь, это какая-то крутая бабушка. То есть это дух женщины, которая при жизни была вот, как сказать, вот настоящей стервой, но в хорошем смысле слова. Она никогда не боялась, всегда всем правду говорила, прям в лицо. И делала только то, что считала нужным. У нее, знаешь, такой острый язычок. И еще более острый у нее ум. Могла там любого мудака поставить на место всего одной фразой. И вот эта женщина, она прошла через такое, давай назову, как я думаю, да, через дерьмо такое в жизни, что другие бы давно сломались. Ее и предавали, ее и обманывали, и пытались унизить. Но она каждый раз поднималась и, как говорится, била еще сильнее. У нее времени на сопли и на жалость к себе не было. Была цель – вот выжить и победить. И она вот этой цели добилась. И сейчас к тебе цепляется, потому что она видит, что ты слишком мягкая стала. Все на тебе катаются, все используют твою доброту, а ты терпишь и молчишь. И вот эта женщина, она аж кипит от злости, глядя на то, как с тобой обращаются другие люди. Она хочет научить тебя жесткой быть, когда нужно. Но самое интересное, она еще и очень уставшая. В своей жизни она столько вот боролась, что она теперь просто через тебя хочет отдохнуть. Показать, что можно быть сильной, но при этом не превращаться в озлобленную фурию. И знаешь, ей нужно найти баланс между силой и мягкостью, и она учится этому вместе с тобой. Почему именно тебя выбрала сейчас? Она к тебе пришла, знаешь, потому что видит, что ты живешь в каких-то фантазиях, иллюзиях и не можешь определиться, что тебе на самом деле вообще нужно. У тебя в голове планов куча, мечтаний куча, вариантов куча, а на деле ты сидишь и ни хера не делаешь. Так я извиняюсь, это не закрытый расклад, подбираем слова, да? То есть ты просто мечтаешь о красивой жизни вместо того, чтобы ее строить. И при этом ты еще и жадничаешь. Боишься деньги потратить, боишься время потратить, силы, там на что-то новое. Сидишь, копейки считаешь, откладываешь на черный день. На всем подряд экономишь. А жизнь проходит мимо. И вот эта женщина, она в свое время тоже была осторожна с деньгами. Но она поняла, если не рискнуть, то ничего и не получишь. И тебя она выбрала, потому что она видит, что ты на распутье стоишь. И можешь так вот простоять всю свою жизнь. В мечтах, в экономии и ни хера никуда не двигаться. Извиняюсь, это открытый расклад. То есть у тебя все необходимое есть для твоего успеха. И ум хороший, и талант, и возможности. А вот решимости нет. Какой совет? Знаешь, ее главный дар – это способность видеть правду сквозь вот самую любую ложь и манипуляции. Она научит тебя не верить вот этим россказням красивым, а смотреть именно только на поступки. Она покажет, как распознавать тех, кто хочет тебя использовать, и тех, кто реально тебе добра желает. А у тебя сейчас наоборот. У тебя как? Кто тебе говна Ой, блин, да это открытый же расклад. Кто тебе плохого желает, ты к себе приближаешь. Кто тебе хорошего желает, ой, вы меня все обманываете. Но самое важное, вот эта женщина, она даст тебе новый способ мышления. Острый, быстрый, точный. Ты перестанешь вот это вот тупить по мелочам и начнешь принимать решения молниеносно. И у нее есть секрет, как отсечь все лишнее и сосредоточиться на главном. И этот дух, он тебя научит говорить «нет» без всяких там объяснений, извинений. Покажет тебе, что не обязательно всем нравится и всех устраивать. Главное – с самой собой честно быть и не предавать свои интересы ради чьего-то там эфемерного одобрения. Давайте перейдем к третьему варианту.
Троечки, короткий расклад, кто этот загадочный дух-наставник у тебя. Ну, а у тебя тут дух молодого парня, который при жизни был вот очень любопытным, очень умным, но умер рано. И вот этот мальчишка, я бы сказал, да, ну, по сравнению со мной, вот он всегда лез во все дела, кучу вопросов задавал, хотел все знать, понимать. И он то ли утонул, то ли убили, исследуя чего-то. Вот какую-то местность он исследовал. И любопытство его изгубило. Ну, знаешь, я себя сдерживаю, потому что у нас все-таки открытый расклад. И вот после смерти он не остался просто вот блуждающей душой. Нет, к нему прицепился очень мощный древний дух. Это, знаешь, вот как я своими словами бы назвал царь среди духов, вот так скажем. И вот этот старый дух, он его как бы под крыло взял. И почему-то я думаю, что это твой дед, а молодой парнишка — это твой сын, что ли. Ну, не будем о грустном, но он стал наставником. И это вот сейчас как вот гибрид из двух совершенно разных энергий. С одной стороны, детская душа, да, вот это детское любопытство, желание докопаться до истины, а с другой стороны, то есть у тебя с двух плечей стоят, это вот мудрость такая вот древняя, как вот дед, понимаешь? И вот он с тобой и поболтать как ровесник может, с одной стороны, а другой такую глубокую мысль может выдать, что вот прям мурашки по коже. Понимаешь? И я не понимаю, у тебя, если сын... Ну ладно, не буду я такого плохого говорить, но ты меня поняла. Кому расклад, те поняли. Почему он тебя в этот момент жизни выбрал? А потому что ты сейчас в ловушку какой-то справедливости и честности попала. Постоянно всем помогаешь, делишься своими ресурсами. Это не обязательно деньги, еще раз повторяю. Когда я говорю ресурсы, это время, энергия, деньги тоже. Ты слабых поддерживаешь, а сама ни с чем остаешься. Люди у тебя помощь берут, а взамен дают фигу с маслом. И ты начинаешь злиться и думать, а справедливо ли вообще вот это? И еще ты сейчас слишком принципиальная стала. Для тебя сейчас есть только черное и белое, то есть правда и ложь, хорошо и плохо. То есть ты сейчас судишь людей жестко и не даешь им права на ошибку. И если кто-то тебя подвел, все, он автоматически там в список врагов, компромиссы не для тебя. И вот твой наставник, он знает, что такая жесткость, она только к одиночеству приведет, к озлобленности на весь мир. Понимаешь? И поэтому он стал. Совет. Расклад короткий, поэтому извините. Но главный дар этих духов, это, знаешь, это способность принимать решения, не имея полной информации. Вот ты привыкла там анализировать все до мелочей, да, взвешиваешь все подряд. Собираешь мнение окружающих, там, подруг, неважно. А пока ты вот думаешь, решения эти принимаешь, жизнь мимо проходит. И вот этот дух, он научит тебя доверять своей интуиции и действовать быстро. Но самое классное, он даст тебе вот новое понимание вот этих материальных благ, да, там деньги, время и так далее. Покажет, что богатство — это не только вот бумажки в кошельке, да, а это еще энергия, которую можно создавать из ничего. Потому что у тебя есть все, что тебе может приносить доход, но ты не используешь, потому что считаешь себя там недостойной или там несерьезной. И вот эти двое твоих наставников, они тебе откроют секрет, вот как идеи превращать в деньги, причем напрямую. То есть монетизировать то, что ты есть. Да, вот такая вот приземленная цель, но она почему-то для тебя на данный момент важна. И не через долгие там проекты, сложные схемы, а научат быстро и эффективно. То есть у них, у двоих есть рецепт, как возможности там находить, где другие ничего не видят.
И совет простой: перестань сидеть на заборе и выбирай сторону в каждой ситуации. Даже если выбор окажется неправильным, то это же лучше, чем вечное вот это твое колебание. А когда научишься быстро решать, начинай монетизировать свое решение. Понимаешь? Все ты понимаешь. Короткий расклад. Помни, что дед рядом.